Друзья, всем привет! Вы на канале фитнес-тренеров-близнецов. И сегодня с сестренкой мы проведем для вас круговую тренировку. Этим видео мы запускаем серию интенсивных тренировок «Худеем дома быстро». Отличие от других силовых тренировок в том, что круговая тренировка максимально эффективная. Она сжигает жиры прямо во время тренировки и одновременно вы наращиваете мышечную массу. Предлагаю провести такой небольшой челлендж, небольшой мини-марафон на 2 выходных дня. В комментариях напишите свой начальный вес и во время этих выходных дней занимайтесь этой тренировкой. И каждый день пишите в комментариях, насколько снизился ваш вес. Наша тренировка будет занимать всего 8-10 минут. Каким образом она строится? Вы занимаетесь 20 секунд, вы выполняете каждое упражнение и между упражнениями практически не делаете перерыва. Если совсем тяжело не получается, вы можете делать перерыв в течение 10 секунд. В этот момент либо переходите на марш, либо делаете вдох-выдох, либо делаете глоток воды. Но лучше всего работать именно без перерыва. Делать отдых только между кругами. То есть первые 4 упражнения закончились, вы делаете перерыв в течение 10, 20, 30 секунд. Затем второй круг, третий круг и 4-й круг. То есть выбирайте в зависимости от своей физической подготовки. Если получается, вы не отдыхаете между упражнениями только после 4 упражнений выполнения одного круга. Еще раз напоминаю, друзья. Прежде чем приступить к нашей тренировке, хочу сказать о преимуществах круговых тренировок. Данные тренировки на 30% эффективнее остальных силовых тренировок. И они очень экономят наше время, потому что, чтобы достигнуть результата, вы занимаетесь всего 10-30 минут в день. Не целый час, не полтора, не 2. Это достигается как раз-таки за счет того, что мы практически не делаем отдыха между упражнениями, между кругами. Еще одно преимущество, на мой взгляд, очень большое, это то, что тренировка не скучная, упражнения разные. И нам не так тяжело заниматься, я бы даже сказала, не легко, потому что у нас одно упражнение отдалено, мышцы, то есть мышцы, на которые идет нагрузка, у нас максимально отдалены друг от друга. То есть первое упражнение, допустим, приседание, где работает вся нижняя часть тела. Второе упражнение – это уже отжимание. Поэтому это позволяет нам не делать перерыва между упражнениями. Но еще раз напомню схему тренировки. 20-10, 20 секунд работаем, 10 секунд отдыхаем после упражнения. Если получается, вы совсем не отдыхаете, эти 10 секунд вы отдыхаете только между кругами. Друзья, вас ждет подробный разбор каждого упражнения, как правильно приседать, выполнять, делать планку, отжиматься и так далее. Еще раз напомню, мы запускаем небольшой марафон на 2 этих выходных дня, на выходные дни. Даже просто можете потренироваться по этой тренировке 2-3 дня и написать, поставить лайк и написать в комментариях, как изменился ваш вес. И обязательно, прежде чем вы приступаете к интенсивной тренировке, вы разминаетесь. Каким образом можно размяться? Разминаем суставы, разминаем локтевые суставы, разминаем на себя, плечевые. Можно вот таким вот образом. И на себя. Разминаем спину, опираемся на бедра. Прогибаемся в спине, вдох, выдох, круглая спина, вдох, выдох, без резких движений, без резких. Можно сделать открытый шаг, шаг и вверх. Точку ставим носком. Можно вот такие вот простые движения для разминочки. Простые движения я вам покажу для разминки. Хорошо. И обязательно небольшая предрастяжка. Общее количество разминки по времени занимает примерно 8-12 минут. Растяжка. Мы тянем заднюю поверхность, спину тянем
и ягодицы, подтягивая бедро к себе. Мы разгибаем бедро. Вытягиваем также подвздошно-поясничную мышцу, мышцы бедра. И другая сторона. Сгибаем ягодицы и мышцы спины. Разгибаем. Вы можете за что-то держаться, если вам недоступен этот вариант. И только затем приступаем к основной части. Ну что, вы готовы? Ставьте лайк, пишите свои комментарии и поехали! Итак, друзья, наше первое упражнение, первые 4 упражнения. У нас будут 2 круга из 4 упражнений на все группы мышц. Первое – это приседания, плеометрические приседания, выпрыгивание вверх. Следите за техникой, когда вы отводите таз назад. Достаточно, и остаемся на несколько секунд, посмотрим за техникой. Колено должно быть в проекции, стопы не выходят за носок, таз уводим назад, в спине сохраняется естественный прогиб, то есть живот в себя, копчик направлен вниз, грудь не опускаем. Покажи неправильный вариант. Неправильный вариант, когда мы сильно наклоняемся вперед или выдвигаем колени вперед. Тогда у нас пятка отрывается от пола и колено переносится вес на переднюю часть стопы, на носок, и большая нагрузка на коленный сустав. Это неправильно, друзья мои. Итак, покажем еще раз правильный вариант. Плеометрическое выпрыгивание вверх на выдох. Вдох, выдох. Достаточно. И следующее упражнение у нас мы максимально выполняем круговая тренировка, особенность пока в отжимании. Особенность круговой тренировки в том, что мы выполняем максимально каждое упражнение, это удаленные части тела. Отжимание на трехглавую мышцу плеча, либо на руки, на бицепс и трицепс, на руки. В исходном положении обратите внимание, что ладонь, вот эта часть запястья, находится строго под плечом, и спина должна быть ровной, то есть от головы до колена одна прямая линия, диагональ, плечи от себя, грудной отдел раскрыт. И мы отжимаемся, можно не очень быстро. Вдох, выдох. Можно не быстро. Это облегченный вариант для девушек. Конечно же, если вам доступен сложный вариант, вы выполняете полностью с прямых ног те же правила. Выдох вверх. Думаю, достаточно. Достаточно. И снова переходим к нижней части тела, к максимально удаленным мышцам от тех, которые сейчас прорабатывались. Это выпад назад. Выпад и кик. Выпад и разгибаем колено. Вдох, выдох. Можно добавлять небольшой такой перескок, усилить нагрузку, усилить интенсивность упражнения. Вес также держится на пятке. Достаточно. И сейчас мы продемонстрируем с сестренкой вам, как правильно выполнять вообще выпад. В статике мы покажем это упражнение. Сделай шаг любой ногой назад. И посмотрите, обратите внимание, что угол в колене впереди стоящей ноги 90 градусов. Колено, слишком бедро далеко не разгибаем, колено практически под тазом находится. Вес также держим на пятке и небольшой наклон корпуса вперед сохраняется, то есть нет прогибов поясницы, мы не отклоняемся назад. Вот такое правильное положение нужно держать. Достаточно. И заключительное 4-е упражнение в этом круге на мышцы живота. Мы будем выполнять с вами обратные скручивания. Обратные скручивания наиболее эффективны, потому что они прорабатывают всю прямую мышцу живота и, конечно же, убирают низ живота, одной из наших проблемных женских зон. Итак, скручивание. На выдох. Чуть-чуть в диагональ. Обращаю внимание, что идет движение немножечко в диагональ. Это позволяет лучше сформировать низ живота. Пожалуй, еще 2 раза. И достаточно.
Замечательно, друзья, великолепно. Хорошо, и мы переходим с вами, это вы выполняете эти 4 упражнения, мы выполняем сколько раз? Мы выполняем по 20 секунд с 10-интервальным отдыхом и повторяем второй раз с самого первого упражнения. И мы переходим к следующим упражнениям. Итак, друзья, наши 2 следующих круга мы немножечко поменяем в следующем круге упражнения. Первое также плеометрические упражнения, выпрыгивание вверх. 3 пружины на вдох и на выдох мы выпрыгиваем вверх. Следите за техникой, колено не выходит за стопу, копчик направляем вниз, в спине сохраняется естественный прогиб, грудь не опускаем и не задерживайте дыхание. Давайте еще раз. И достаточно. И переходим к следующему упражнению, это планка. Отжимание и добавим сгибание правого-левого бедра. То есть мышцы груди, мышцы живота будут прорабатываться и плечевой пояс. Постановка рук на двойную ширину плеч. Можно отжиматься девушкам с колен. Мужчины могут выполнять с прямых ног. Вдох и выдох, подтягиваем бедро к себе. Выполняйте в течение 20 секунд. Мы сделаем еще 2 и остановимся на технике, разберем технику. Именно в планке. Посмотрите, обращаю внимание, как правильно держать планку. От плеча до таза, даже до колен, должна быть одна прямая линия. А теперь посмотрим, как это выглядит на прямых ногах. Обращаю внимание, что таз не поднимается вверх, то есть тоже от плеча, в этом случае до стопы одна прямая линия. Покажи неправильный вариант. Ошибка, когда да, либо прогиб в спине, либо таз вверх, и у нас он уводится назад. Многие допускают на наших тренировках вот такую ошибку, когда ладонь не под плечом и таз направлен вверх. Это неправильно. И следующее упражнение. Следующее наше упражнение, пока моя сестренка готовится его выполнять, это выпады. Тоже плеометрические, то есть с выпрыгиванием вверх, с ударной техникой. Кик, кик, кик. То же самое, собственно говоря, что мы делали в первых наших кругах. Хорошо, замечательно. И заключительное упражнение для мышц спины и мышц брюшного пресса. Мы принимаем положение лежа на животе. Ноги можно оставить вместе, чуть более простой вариант – развести их на ширину плеч. Ладони в исходном, руки в исходном положении вытянуты. И на выдох мы отрываем грудную клетку от пола и руки перед собой. Если вам недоступен этот вариант, вы можете руки держать вдоль корпуса, либо в стороны, только в стороны, не модифицировать. Выполняйте также в течение 20 секунд. И достаточно, достаточно. Следите за положением головы, голова не запрокидывается назад. Ну что, друзья, все выжили после такой интенсивной тренировки. Напишите в комментариях свои ощущения, что вы почувствовали после этой тренировки во время выполнения этих упражнений. И не забывайте поставить лайк. По вашим лайкам мы поймем, какие видео нужно снимать, и будем готовить для вас много новых, интересных, интенсивных тренировок. Худеем быстро, худеем дома. А я вас целую, обнимаю. Пока-пока, до новых встреч!